Всем привет! Непозволительно долго ничего не выходило. Давайте это срочно исправлять. Сегодня подготовил для вас видео о том, есть ли жизнь за пределами столицы. Видео, в смысле видеоряд. Вот вы можете понаблюдать за тем, какие машины и по каким панамским дорогам ездят, сколько на этих дорогах асфальта, сколько бетона, сколько на них ям. Потому что в целом они есть. Наверное, на записи не будет видно, потому что запись ускорена. Вот, понаблюдать пасмурную погоду на пути в Коронадо. Мы ездили из города до Коронадо, это чуть меньше 100 километров. Вот, и на обратном пути понаблюдать, как это все выглядит в солнечную погоду. Спойлеры, выглядит это гораздо более красиво, чем в пасмурную. И также сразу предупрежу, что где-то в середине видео будет дорога по серпантину, которая в ускоренном виде выглядит как американские горки. Если вы будете смотреть это на крупном телевизоре или на мониторе, то может появиться легкое ощущение укачивания. Поэтому вас заранее предупреждаю. Если что, закрывайте глаза. Там буквально 30 секунд, наверное. Вот. Соответственно, посмотрите на дороги и поделюсь с вами некоторыми мыслями. Мне нужно для себя лично закрыть один гештальт по поводу темы детей. Возможно, я позже выпущу полное какое-нибудь видео со всеми нюансами, которые мы постигли при воспитании ребенка в Панаме. Сейчас затронем только частные случаи, какие-то наиболее важные, по моему мнению, моменты. И начнем мы внезапно с витамина D. Да, мы, когда у нас родился ребенок, на первом осмотре педиатра, где-то когда ребенку был 1 месяц, пришли, педиатр нам сказал, что все отлично, и выписал нам витамин D в качестве пищевой добавки. Мы, конечно, посмеялись над этим, потому что в Панаме, как вы знаете, возможно, 300 солнечных дней в году, и на самом деле их даже, мне кажется, чуть больше. Честно, здесь со звездочкой, потому что зависит от побережья. На Карибском побережье их меньше, на Тихоокеанском их больше и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, тропическая страна, 300 дней – это уже много. Вот, поэтому мы подумали, что-то здесь не сходится. Зачем пить витамин D в тропической стране? Но недавно мы решили перепроверить эту информацию, что там с витамином D, и для нас это стало открытием, которым я с вами хотел бы поделиться. Смотрите, как говорит Википедия, витамин D синтезируется в теле человека естественным путем в достаточном количестве, только если вы находитесь под палящими лучами солнца, под самым жутким ультрафиолетом в течение хотя бы 10 минут. Это относится ко взрослым людям со светлой кожей. Если у вас темная кожа, соответственно, там время может доходить до получаса. Для детей рекомендуется буквально 5 минут, но самое главное, что это должно быть прям палящее солнце. Это время с 12 часов дня где-то до 2 или 3 часов дня. Вот, обычно в это время мы, соответственно, не гуляем под палящим солнцем. Мы либо находимся в каком-то торговом центре, либо едем на машине. Поэтому мы, скажем так, прогулок в это время избегаем, особенно, во-первых, это ультрафиолет, во-вторых, достаточно жарко на улице, все-таки поприятнее пройтись, погулять там, либо ранним утром, либо вот после 4 часов дня. Вот, то есть мы для себя обнаружили, что естественным путем мы 100% недополучаем суточную норму витамина D. Поэтому остается уповать только на наш рацион, что в нем достаточно витамина D. И если в нем недостаточно, тогда думать над тем, либо как-то менять график прогулок, либо покупать пищевые добавки. Вот мы над этим еще думаем, но вам просто информация к размышлению. Если вы вдруг тоже живете в тропической стране или думаете о том, что, живя в тропической стране, у вас будет достаточно витамина D, вот вообще не факт. Все очень сильно зависит, как выяснилось, от того, любите ли вы жариться на солнце. Потому что, видите, там 5-10 минут надо побыть, а дольше уже уже и кожа стареет, и вот эти все нюансики возникают. Поэтому думайте сами, решайте сами. Второй важный момент, который хотелось бы выделить и обсудить, это язык. Вот, для многих это такой интересный вопрос, когда у вас рождается ребенок в эмиграции, какому языку или языкам его учить с самого начала, в каком направлении двигаться. Наш опыт какой? Мы решили не отходить от классической схемы и научить ребенка сначала нашему родному языку, то есть русскому, для того, чтобы просто иметь возможность доходчиво ему все объяснять. Потому что английским языком, как и испанским, мы в совершенстве не владеем, поэтому учить его изначально этим языкам нам показалось не очень хорошей идеей. Вот, поэтому ребенка мы выучили русскому языку, он у нас заговорил 1,5 года и с тех пор не замолкает.
после 3 лет мы отдали его в сад, и он начал подтягивать испанский. То есть он уже знает больше, наверное, испанских фраз, чем мы, несмотря на то, что ему там всего лишь 3 с копеечкой. Из нашего опыта, из опыта общения с другими людьми, которые здесь точно так же проживают, мы встречали самых разных, скажем так, самые разные вариации. Во-первых, мы встречали людей, которые учат ребенка с рождения сразу нескольким языкам, там, 2 или даже 3. На тот момент, когда мы с ними виделись, у них ребенок вообще ни на каком языке не разговаривал, не произносил ни слова, хотя ему было уже 2 года. Вот, в это время обычно дети как бы начинают говорить, но так как обучали сразу нескольким языкам, там была тишина. Как дела обстоят сейчас, я вам не подскажу, надо нам самим обновить информацию, пообщаться с нашими знакомыми. В целом говорят, что как будто ребенок потом сразу же начинает говорить на всех языках. Но вот именно опыта отслеживания такого развития событий у нас, к сожалению, нет. Затем мы встречали пары, где в семье 2 родителя разговаривают на разных языках. То есть один, например, русскоговорящий, другой, соответственно, англоговорящий, испаноговорящий, германоговорящий и так далее. Вот в таких семьях дети чаще всего отлично разговаривают на 2 языках. Но при условии, что родители их не путают и, соответственно, общаются с детьми на своем родном языке. То есть русскоговорящий родитель говорит на русском языке, англоговорящий родитель говорит на английском языке. Тогда ребенок к какому-то тоже возрасту, там 2-3 года, начинает разговаривать на 2 языках. Такие примеры мы видели. Здесь, соответственно, приезжали как люди в отпуск, некоторые здесь остались жить. Вот, удивительно, конечно, видеть там 5-летних детей, которые свободно разговаривают, для своего возраста и на том и на другом языке, но тем не менее. Встречали мы здесь панамцев, которые научили своих детей тоже до школьного возраста исключительно английскому языку. То есть они коренные панамцы, они живут, работают в Панаме, но детей выучили английскому языку, то есть их дети испанский язык не знают. Когда мы задали им логичный вопрос, почему они приняли такое решение, они сказали, что в школе нормально английскому языку точно не научат, а испанский они здесь и так подтянут, потому что здесь вот испаноговорящая среда, они будут общаться со сверстниками, испанский язык типа сам прилипнет. Поэтому лучше сначала выучить английский, затем испанский таким естественным путем они тоже выучат. Такую вот вариацию языковую мы встречали. И отвечая на немой вопрос, не боимся ли мы, что в будущем, когда ребенок вырастет, он все равно забудет родной язык, да, он ассимилируется в этой среде и, допустим, станет говорить исключительно на испанском. Нет, честно, мы не боимся, потому что у нас есть и на этот случай опыт общения с уже взрослыми людьми, которые приехали сюда достаточно давно, то есть приехали сюда с детьми там возраста 5 или 6 лет, которые говорили только на русском языке. Здесь, соответственно, выучили и дети, и родители испанский язык за это время длительное. И вот мы общались уже с этими выросшими детьми, которые на самом деле даже старше нас. Они отлично разговаривают на русском языке. Они не умеют писать, потому что это здесь не пригодится на русском языке. Но, тем не менее, они хорошо говорят, не как иностранцы, они говорят полностью корректно строя предложения. Единственный нюанс, что, да, они периодически просят подсказать вам какие-то слова, что просто сам словарный запас, он стирается. Вот они там на испанском или на английском языке это слово помнят, а на русском уже нет. Поэтому считаю, что ничего критичного в этом нет. Язык в целом вот там за 30 лет не забылся. Поэтому даже несмотря на нахождение в среде испаноговорящий, человек тот вот язык, на котором он говорил с рождения, не забыл, поэтому не переживай. И последний важный, наверное, нюанс касательно воспитания и отношения к детям. Вот, здесь очень любят детей. Я слышал про то, что детей еще очень сильно любят в Турции. Наверное, здесь не так сильно любят детей, как в Турции, потому что в Турции там вашему ребенку могут выдавать какие-то сладости бесплатно, там его носят на руках, все там разрешают тоже, то есть там, по крайней мере, то, что я читал, там как будто тоже нереально положительное отношение к детям, сторонние люди вот прям очень хорошо к ним относятся. В Панаме все ограничивается чем? Ограничивается комплиментами в сторону вашего ребенка, да, когда вы с кем-то общаетесь, даже если просто вы в очереди стоите в магазине, могут обернуться люди, смотреть на вашего ребенка, заулыбаться, сказать, какой он милый, красивый и так далее и тому подобное. Сначала мы думали, что это
какая-то вежливость, причем связана исключительно с тем, что мы иностранцы, да, что вот панамцы так выражают какую-то вежливость, но затем, как бы приходя на детские площадки, на детские дни рождения, мы увидели, что нет, это такая манера общения. Панамцы всегда хвалят чужих детей, говорят, какие они красивые, какие они хорошие. В целом детей растят здесь в такой атмосфере добра, позитива, на них никто не кричит. Они здесь, то есть каждый мальчик здесь король, каждая девочка королева, в хорошем смысле, в том плане, что они вырастают и они не комплексуют. Как опять же нам говорили здесь, мальчики там пубертатного периода спокойно подходят к девочкам, говорят, что они красивые, девочки в смысле, что они им нравятся, давайте знакомиться и так далее и тому подобное. И если вернуться, откатиться на шаг назад от 18-летних детей все-таки к маленьким дошкольным, то детям здесь все позволяют. То есть, когда вы приходите на детскую площадку, и ваш маленький ребенок идет и берет чужие игрушки, никто не будет не то что на него кричать или отбирать их, вообще ему никто ничего не скажет. То есть, ваш ребенок может свободно взять вообще любую игрушку, которая лежит на детской площадке. Даже если подойдет такой же маленький ребенок и ее хозяин, скорее всего, родители уже этого ребенка будут объяснять своему, что игрушками надо делиться. То есть, они не будут вырывать игрушку из рук у вашего ребенка, вот они будут это как-то объяснять своему, что вот ты пришел, ты принес, значит, ты хотел ей поделиться. Вот. Это удивительно, но здесь доходит до абсурда. То есть, опять же, со звездочкой, что это позволяет только маленьким детям. Я думаю, что если взрослые дети так будут делать, то будет очень плохо. Что я имею в виду? Здесь ваш ребенок может подойти, соответственно, там, к лавочке, к скамеечке, где сидят другие взрослые, и начать лазить по их сумкам. Вот прям в которых лежат ключи, телефоны и так далее. И эти взрослые люди, панамцы, никак на это не отреагируют. То есть они поулыбаются вашему ребенку и в исключительных ситуациях даже могут вручить ему ключи свои, поиграть. Вот, поглядывая на вас, что, мол, под вашу ответственность. Раз ваш ребенок хочет, пожалуйста, верните. Поэтому, если вы не хотите отвечать за чужие вещи, лучше следить за своими детьми. Но вот в целом дети растут вот в такой атмосфере, скажем так, вседозволенности. Маленькие дети, им позволяют исследовать мир. На них, как я уже говорил, никто не кричит. Нет такого, что там через всю площадку родители орут своим детям. Если, не дай бог, ваш ребенок там толкается или толкает каких-то других детей, то родители этих детей подойдут и заберут своих детей, в основном молча, не будут отчитывать вашего ребенка, там, читать ему какие-то нотации, отчитывать вас, как-то там косо на вас смотреть. То есть здесь все-таки подразумевается, что вы адекватный, осознанный родитель, и вы сами расскажете своему ребенку, что так делать очень плохо, что так делать не нужно. Так что вот такие дела, такие вот интересные нюансы и особенности воспитания детей в Панаме. Надеюсь, вам было интересно. Постараюсь не задерживать выход новых видео. Считаю гештальт закрытым, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в следующем видео.